Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами Этанио Гейминг в очередной раз. Второе видео из цикла Gloomhaven. Сегодня у нас в обозрении два класса, как и обещал. Расскажу, как билдить от начала и до конца. По своему личному опыту, может это неправильно, может это правильно, но, по крайней мере, такой вариант мне позволил пройти, говорится, за эти классы от начала и до конца. Поэтому начнем мы из стартовых классов. Будем брать по 2 за видео. Какой билд, какие предметы торговцу лучше брать. Давайте начнем с мага, а именно с плетущих чар. Создаем заново и рассказываю, показываю по картам от 1 уровня до 9, какие на первом уровне брать, какие потом менять, какие есть варианты развития событий и так далее. Итак, начинаем с плетущих чар. То есть называем ее как угодно, там Дося, пускай будет Дося. Ну, ты будешь язык менять? Дося. К примеру, берем квест, неважно какой там. Так. И смотрим. Вот наш стартовый набор карт, правильно? Вот он. Первый уровень. 150 голды. Опять же, повторюсь, потому что у нас процветание 9, и мы можем с единички до 9 уровня прокачать, то есть по максимуму. Поэтому наш стартовый набор у плетущий чар 8 карт, это самый меньший ростер карт в игре. То есть вам по сути 4 хода, и вы должны обновлять руку. Вы должны обновлять руку, и так каждый раз. Но здесь есть одна фишка у мага, которой нет ни у одного другого. Есть точнее, но здесь вот эта вот карта, освежающий эфир, она самая, позволяет все карты из стопки потери, то есть которые одноразовые, которые сжигаются, восстановить себе на руку. То есть эта карта обязательная в ростере у вас от начала и до конца. Плюс можно нижнее действие загрейдить на движение. +1 будет движение 5, что очень хорошо. И, кстати, за дешевую цену, потому что карта всего-навсего 1 уровня. Что еще, кстати, да. Про вот эти все истории компании. Про Храм Великого Дуба и Волшебницу. Отдельную видео выпущу. Поэтому освежающий эфир must have. Дальше. У нас есть 7, как карта самой большой инициативы. Достаточно неплохой скилл. И себя подхилить, и кого-то подхилить. И атака достаточно неплохая. С расстояния 3. 3 урона при условии, что мы отменяем любую стихию. Поэтому ее ставим безоговорочно. Дальше. Что у нас еще есть в меню? Вот такая АОЕшка, да? Атака 3, дальность 3, цели 3. Получаем 1 опыта за каждого выбранного врага. И движение 3. Также АОЕшка. Да, она сгорает. Она вроде бы одноразовая, но мы помним, что мы можем эту карту восстановить эфиром. То есть 2 раза сильно заоешить. Поэтому берем ее также. Дальше. Еще одна АОЕшка, но такая, это как сплэш идет. Дальность 4, атака 3. Дополнительными целями становятся все враги на пути до основной цели. Получайте за каждого выбранного врага по 1 опыту. И активируем земляную стихию. Как это работает? У вас не обязательно должен стоять по прямой линии к цели
конечной цели цепочка из врагов. То есть у вас может быть она криво пойти, в бок пойти. Вам не обязательно по одной прямой линии рисовать это. Поэтому это очень сильная карта, которая позволяет гибко дамажить врагов. И опять же, она с нижним движением. И она первого уровня, который можно апгрейдить не так дорого. Вот здесь вот. У волшебницы, которая открывается с кампанией. С развитием кампании сюжета. То есть берем дальше. Что у нас еще есть? Эфирная помощь. Загадочный компаньон. Пет. Одна из таких особенностей мага. У него очень хороший компаньон, который... Да, он в принципе, одноразовый в плане того, что он много урона себя не впитает. У него всего 2 хп, но у него много урона 3. На расстоянии 2. Двигается он со скоростью 2. То есть вот эти вот показатели. Это наша вот атака по умолчанию, это движение по умолчанию, это дальность по умолчанию, это хп по умолчанию. То есть хорошая карта. И верхнее лечение 3 тоже не мешает никому. Ты можешь кого-то подхилить, можно себя, можно врага, можно союзника. Ставим ее. Дальше. Что у нас еще имеется здесь? Вот такая вот карта. Вот у нас уже 5 мы карт выбрали. Добыча 1, движение 8, прыжок сгорает. То есть движение 8, прыжок супер сильно. Кого-то там догнать, если вы там отстали, что-то там сделали, где-то шли сзади, кого-то подчищали, там хвосты и так далее. Где-то, может, вы сундук брали или какое-то золото собирали. И потом догнать движением 8, опять же, вернуть ее на руку с помощью эфира. И можно еще раз прыгнуть на очень длинную дистанцию. Движение очень важная часть в Gloomhaven, потому что по умолчанию вы двигаетесь со скоростью 2. То есть на 2 клетки это очень мало. Вам иногда потребуется очень быстро двигаться, чтобы выполнить какие-то определенные условия подземелья, чтобы пройти его успешно. Поэтому берем добыча 1. Мое личное отношение к добыче, ну не то что негативное, но оно такое ситуативное, потому что когда вы играете в настольную версию, да, добыча, вы играете каждый сам за себя, добыча там имеет большее значение. Когда ты играешь в компьютерную версию, ты знаешь, что ты как бы управляешь всеми, ты продумываешь какие-то стратегии, как расставить, кому что взять, кому сколько голды надо, кому какое задание выполнить. И поэтому добыча имеет меньше смысла. Когда вы играете в настолку или играете в мультиплеер, где каждый будет считать свои деньги, добыча намного важнее. Поэтому, если вы играете один, добыча как бы немножко падает в приоритете, как по мне. Но, если вы играете в мультиплеер, настолка, то добыча как бы возрастает в приоритете. Поэтому ставим ее, потому что других карт пока что особо они не такие полезные. Дальше. Здесь есть, в принципе, еще неплохие карты, но есть защитные карты, есть атакующие. Вот такая вот карта, как шипы, да, она больше защитная, но мы же обычно в пати, мы как дамагер, да, плетущие чары как дамагер, мы этим делом, я не знаю, не занимаемся. Мы не суппортим, мы должны дамажить. Поэтому эту карту, я думаю, мы отбрасываем. Как говорится, будут танки, будут люди, которые хилят. Нам это делать не нужно, тем более это одноразовая история. Если бы она была там многоразовая, вот этот несгораемый ответный удар, да, вопросов нет. Можно было бы ее брать, сильная карта. Но так как одноразовая, не в этом случае. А я на первом уровне порекомендую вот взять морозную броню. Такой же набор способностей верхней части карты, как у семерки, то есть 2, атака 2, дальность 3, плюс 1 при отменении стихии, и нижняя способность, не получаете 2 атаки урона. Это очень сильно, плюс поднимаете мороз, очень пригодится. Вам иногда... В
чем особенность вообще мага? Вот плетущий чар. Она либо ходит первой за счет семерки, либо ходит последней, потому что у нее вот инициатива карт, видите, какая? 80, 69, там, 70, 91. То есть, либо вам надо вначале как-то задамажить, законтролить как-то, нанести большой урон. Либо вам надо это делать в конце, когда уже все походили, все расставились, вам тогда уже придется уешить. То есть, в каких-то ситуациях вам придется ходить первым, и перед тем, как вы пойдете в гущу событий, вам вот бафнуть 20-ку нижнее действие на себя, на то, чтобы не получать следующие 2 атаки урон, вам придется залезть в толпу, может быть, как-то подставиться, и это вам карта сильно поможет, поэтому рекомендую ее брать поначалу, потом можете ее поменять смело, потому что появятся получше карты. Ну, и здесь вот можно брать вот эту карту. У вас отмена воздуха, следующие 4 атаки добавляйте +1. С воздухом +2. Сильная карта, но, как говорится, ситуативная. Воздух у нас есть где? Воздух у нас есть только на... еще раз. На ветре, да, то есть у нас единичный воздух, вам надо будет скомбинировать это вот с ветром, чтобы добавить максимум профита в ваш урон. Хорошая карта, то есть есть вариант либо брать воздух, и нижнее действие тоже очень сильное, движение 3, ответный удар 2 при огне, при отмене огня на себя. В принципе, тоже сильно. Или простую вот такую вот атаку. Атака 3, дальность 2, рана при отмене огня. Рана это +1 урон каждый ход, каждый раунд, если соперник не похилится. И нижнее действие также. Атака, что не часто происходит. Внизу обычно движение, какие-то подхилы и так далее. Внизу атаки очень нечастые, поэтому... Можно брать и огненный удар. То есть вот у нас ростер из 8 карт. Вот он такой. Дальше. Дальше жмем новый уровень и переходим к картам, которые нам предложат на следующем уровне. Вот нам предлагают череда вспышек, атака 3, дальность 3. Поднимаем свет или движение 4. Или вот такая вот ауешка. Атака 2, дальность 3, смятение на всех, лечение 6, дальность 2. Конечно же, мы выбираем вот эту вот АОЕшку. Супер крутая карта на второй уровень. Можно апнуть атаку, опять же, можно апнуть атаку сверху. По 3 урона АОЕ на раз, два, 4, на 7 клеток. Очень сильная карта, поэтому ее берем даже и не думая. И ставим ее... Ставим ее, к примеру, вместо чего? Так, давайте вместо огненного удара, к примеру. Вот так вот поставили. То есть у вас есть выбор. Либо вместо огненного удара смотрите по ситуации, какой вам инст нужно проходить. Вам где-то нужна рана будет, враги с многими щитами, потому что рана действует, урон наносит вне щита. Если у вас много врагов со щитами, можете это оставить. Если нет, то можете убрать. Можете убрать броню. То есть тут не критично. Вот эти 2 карты, их можно убирать. Дальше. Следующий уровень ставим. Здесь какие нам карты предлагают? Холодное пламя. И помощь стихий. Опять же, поскольку я говорил, что мы специализируемся на нанесении урона, правильно? Вот эта карта, она вроде крутая. Она не сгорает ни там, ни там. То есть позволяет какие-то действия совершать. И хилить, и щит ставить. Она... Если бы вы хилили, да, если бы вы были класс как хилящий, там, как суппортящий, то это супер карта. Но вы должны наносить урон. Поэтому берем вот эту карту. Плюс добыча 2 сильнее, чем добыча 1, хоть одна и одноразовая. Верхний
верхняя карта требует много условий для того, чтобы она была максимально из нее профит извлечь. Но если извлекаете, очень сильная карта. И поэтому берем вверх. И можем, в принципе, ее вместо вот этой карты, если вам нужна добыча, вы можете вот вместо ветра ставить холодное пламя спокойно, даже и не думая. Вот в такой вот комбинации ставить ветер. То есть, опять же, смотрите по ситуации. В каком-то, может, где-то вам нужен будет воздух, много двигаться. Тогда ставите ветер плюс, допустим, плюс 2 атаки. Вот. У кого-то еще будет в пати с воздухом, и у вас эта карта будет супер привлекательной. То есть здесь уже начинается вариативность. Но как бы, добыча это овер вот этой намного лучше. Потому что чаще всего добычу придется 1-2 раза прожать за весь инст. Либо сундук какой-то, либо много, где золото. Так, когда вы убиваете монстров, вы просто по дороге наступаете на них и этим забираете золото. Дальше. Уровень 4. Здесь проклятие. Дальность 4. Вместо того, чтобы проклясть, убейте одну обычную цель вместо. Одноразовая карта. Не рекомендую, потому что когда у вас вы играете, допустим, 4 наемника, вообще бесполезная карта. У вас против вас зачастую будет очень много врагов. Ничего не сделаете этой картой. Один обычный враг — это не так много. Если мощный враг еще, может быть какой-то ситуативный данже, какого-то неприятного моба, с какого-то огненного демона, у которого там 5 щитов врожденных и так далее. Или там призрака, у которого много щитов могущественного, элитного точнее. Можно было это делать, но обычные нет. И теперь нам предлагают двойной луч. Вот эта карта заслуживает сильного внимания, потому что, опять же, она может быть, как видите, улучшена у нас у чародея. Мы можем усилить атаку, мы можем сделать 3 цели. То есть очень сильно. Да, стоит денег, потому что деньги на усиление тратится уйма денег. Но даже по дефолту она очень сильная. Мы двигаемся с хорошей скоростью, с большой, то есть 4 клетки это много. Достаточно 2 цели, 2 урона, дальность 3. То есть на безопасном расстоянии можем кого-то зауешить. Очень сильно. Выбираем. Тем более инициатива низкая, что нам тоже подходит. И мы, допустим, вместо брони уже берем двойной луч. Почему бы и нет? У нас уже 4 уровень. У союзников 4 уровень. Обросли какими-то сильными защитными картами. Наши танки, к примеру, наши хилы умеют лучше хилить, либо там саппортить, кто как. Вперед. Нам уже личный сейф поскольку будет все меньше и меньше нужен. Может быть, опять же, может быть, в каком-то конкретном сценарии вам придется его взять. Не вопрос. Возьмете. Карта-то не самая плохая. Поэтому едем дальше. Уровень 5. Очень сильная карта. Хроматический взрыв по 3 целям, да. Поднимает все стихии, 3 урона, дальность 3. Можно еще на один урон прокачать. Очень сильно. И движение 2. Этот значок обозначает, вы также можете поднять одну любую стихию. Любую. Объятие пламенем. Кстати, вот я потом к этой карте вернусь. Очень сильная тоже карта. Потом узнаете почему. Во-первых, нижнее свойство. Когда вас будут бить, допустим, в мили. Так получится. Сильная. 5 ближних атак, ответный удар 3. Ответный удар 3 это очень мощно. Плюс, кажется, вроде обычная атака 4, дальность 3, но атака сильная, да? И вы поднимаете огонь. Но. Здесь будет дальше свой плюс попозже. И я расскажу. Пока что мы берем хроматический взрыв, который заменит нам кого?
Правильно, холодное пламя он, допустим, нам заменяет. Дальше. Дальше жмем новый уровень, уровень 6. Живой факел. Апгрейдим нашего пета. То есть верхнее движение. Там был у нас хил, правильно? У нас здесь был хил. Здесь у нас есть теперь атака 4, дальность 3, паралич. Это по дефолту. Плюс, если мы отменяем свет, все враги вокруг ключевой цели, в которую мы бьем, получат по 2 урона. Это очень сильно. И самое главное, пет. У него по дефолту 3 рейнджа, 2 атаки и всегда огонь. Он с каждой автоатаки поднимает огонь. Также при смерти взрывается, нанося 3 урона всем врагам на соседних клетках. Морозная ночь. Неплохая карта, не скажу, что она плохая. Но для нее придется пройти в мили, что не всегда мы хотим. Но карта тоже заслуживает внимания. Движение 3. Плюс, если мы отменяем ночь, добавляем плюс 2 движения и невидимость на себя. Карта, заслуживающая внимания. Безоговорочно. Пока что выбираем факел. И апгрейдим нашего. Вместо одного пета ставим другого. Уровень 7. Еще одна карта, которая, как и эфир, восстанавливает нам руки с потери. Но вопрос, зачем она нужна? Когда-то мы играли в настольную версию. Ну вот, играли в настольную версию. Докачал там. Да. Сидели, думали, что можно этой картой, допустим, вернуть из потери эфир, а эфир вернуть из этой карты. Ну, то есть, получается, как сами себя восстанавливают, и получается у вас бесконечная рука. Но нет, разработчики это предусмотрели. Вот такой значок, по-моему, обозначает левой, что на карте, что ваша карта уходит в потери навсегда, и она не восстанавливаемая. То есть, она нам, по сути, тогда, получается, не нужна. А вот эта карта, каменные кулаки, тоже как бы ситуативное. Верхнее движение, верхнее действие, точнее, атака 6 большая, толкаем, парализуем. По 2 целям, если отменяем землю. Двигаемся с хорошей скоростью, щит на себя кидаем. То есть, есть еще земля. Плюс щит, плюс движение. То есть, вроде все неплохо. Но вопрос, зачем? Мы, опять же, мы подходим в мили. Зачем нам это нужно? Поэтому, что я делаю? Здесь можно брать либо вот эту карту, либо Морозную ночь, у которой АОЕ намного больше. Либо я беру Объятие пламенем. И рассказываю почему. Потому что есть еще выше уровни. Потом вам расскажу, почему именно ее беру. Пока что мы оставляем все так есть. Переходим на 8 уровень. Добыча 2, вместо этого добыча 3. Опять же, когда вы играете в настолке, когда вы играете каждый за себя, интересная карта, интересная, там, забрать, куча всего, не больше 4 кучек монет, или жетонов сокровищ, и так далее. Очень много движения, 11 с воздухом, заслуживает внимания. Но Холодный фронт это карта просто убийца, настолько сильная карта. У вас, во-первых, можно ее загрейдить, опять же, поднимается огонь, и ее ложим по прямой линии, ее можно вертеть как угодно. До какой клетки вы на 2 дальности достаете, ее можете разворачивать как угодно. И нижняя карта, нижнее действие здесь еще сильнее. Вы в следующих 3 атаках не получаете урона, а вместо этого получаете ответный удар 3, дальность 3. То есть супер защитное свойство. И, конечно же, мы ее берем и ставим ее, допустим, вместо всплеска. Ну, а дальше. Дальше. 9 уровень. Черная дыра. Убейте всех обычных врагов. Опять же, обычные враги, если были и те, и другие враги, имело место быть.
притянуть в дальности 4. Может быть, когда-то будет в этом смысл, но не советую, не советую. А вот эта карта, это наш Армагеддон. Это, как говорится, ключевая карта мага, которая позволяет нанести за инст сотни уронов, а то и 2. То есть, что она делает? Атака 3. Все враги с вами с одной комнаты. Вот почему я говорю, что маг часто густо иногда первым ходит, забегает в толпу и дает вот этот Армагеддон. Но опять же, это на максимальном уровне. До максимального уровня потенциал мага не полностью раскрыт. Там придется немножко сейвовее играть. Здесь вы можете врываться, потом перед этим бафнув себя, к примеру, холодным фронтом, да, нижним действием, ворвались, на 4 урона прожарили всех, вернули карты с помощью банки выносливости или чего-нибудь еще. Она не сгорает, эта карта, это супер имба карта. Также нижнее действие офигенное, она иногда даже полезнее, чем верхняя. Ответный удар 2, дальность 3. Можно прокачать. То есть, если против вас какие-то щитовики со многим количеством щитов, можно бафнуть. И на всю группу, не в зависимости от того, где она стоит, бафнется вот этот ответный удар 2, дальность 3. Супер карта, мы ее берем. И вот у нас финальный билд получается. Вместо сферы мы даем преисподнюю, мы даем ману, мы даем эфир. Так, мы даем луч, мы даем взрыв, мы даем факел, мы даем фронт. И вместо заряда мы берем объятие пламени. Вот почему объятие пламенем сильное именно для Армагеддона, для преисподней. Она очень сильная синергия. Если в вашей пати есть много людей, которые поднимают огонь перед вами, тогда, может быть, объятие пламени меняем на что-либо другое. На что хотите, то и меняете. То есть смотрите по ситуации, в зависимости от пати. Но это такой универсальный и сильный урон, и поднимаете огонь. И нижнее действие тоже иногда вам поможет. Сейвово. Вот такая у нас плетущая чары. Дальше. В принципе, получилось. Как по мне, максимально универсальный билд со всеми доступными картами. И подсейвиться можем с помощью фронта. И может быть брони, если фронта будет мало. Можем вызвать 2 петов, если одного будет мало. Вместо того же объятия пламени вызвать 2 пета. Очень много вариантов развития событий, как нанести урон. Переходим к торговцу. И по стартовым айтемам, вот у нас деньги есть, да? Я вам посоветую, что именно брать. Вот у нас, да, фулл слоты. Что мы берем? Плащ-невидимка, вот он. Это один из самых топовых айтемов, мне кажется, вообще в игре. Для вот таких вот дамагеров, как Элементалист, Плетущие чары, Заклинатель чумы, которых массовое АОЕ. То есть вы что можете делать? Вам нужно как-то продамажить народ. Вы забегаете, опять же, вот на 7, либо на 19, да, потому что сильная инициатива у преисподней. Вы забегаете в толпу, кастуете Армагеддон, жмете плащ, потом с помощью зелий выносливости, там малые, большие, восстанавливаете себе Армагеддон и еще раз его кастуете. То есть 2 раза подряд. И уже пачка практически мертва. Если вам, опять же, повезет с модификаторами, то есть, что рекомендую? Плащ-невидимка, мне кажется, must have. На голову для плаща
того же. Очки орлиного взора, которые максимальный результат вам дадут. 25 золота. В оригинале 30, у меня скидка 5 голды. Так они стоят 30. Очки орлиного взора. На тело плащ-невидимки. В руку. Вот этот посох, он открывается поздно, поэтому во время вашей дальней атаки используйте, отмените любую стихию, чтобы давать +1 ко всем атакам. То есть это открывается достаточно поздно. До этого можно взять, к примеру, пораньше открывается бомба сжигательная. Во время дальней атаки против одной цели превратить атаку в 3. То есть можете взять бомбу с каким-то щитком, либо осадным, либо самым простым, даже треугольным. Либо возьмите утяжеленную сеть, чтобы кого-то парализировать в начале. Либо, если вам нужна притяжка, можно цепь взять. То есть очень много вариантов. Либо, до плаща, до посоха, вот это. У вас будут враги с щитами, и с ними будет проблема. Пронзающий лук решает эти проблемы, правда, на одну атаку, он одноразовый, но во время вашей дальней атаки игнорируйте показатели всех свойств щит, применяем этот эффект ко всем дальним атакам текущей способности. То есть мы можем зарядить лук, да, вот он, и использовать его с фронтом, допустим. И если мы попадем в 5 целей, все 5 целей с броню мы снимем и нанесем максимальный урон. Очень сильно. Опять же, до этого посоха. Лук доступен с самого начала, пронзающий. Посох превосходства открывается в кампании достаточно недалеко, то есть он не сразу вам будет активен. Зажигательная бомба плюс-минус быстро открываете. Если вам нужно какой-то больше АОЕ, то есть вы, допустим, с обычной атаки, с той же стрелы маны, можете по 3 целям ударить. То есть вот такая вот история. Ну и ботинки. Ботинки мы можем добавить плюс движение, да, +2 к движению. Вот такие вот ботинки. Они всегда доступны с самого начала. Можем крылатые ботинки, если вам нужен прыжок. Можем, эти ботинки открываются не скоро и так далее. Можем, что еще можем? Ну, в принципе, вот такая вот сапоги скорости, да. Если вам нужно повысить или понизить инициативу вашей карты, в принципе, тоже нужно, точнее, можно взять. В принципе, все, я думаю, по магу. Я так смотрю, уже затянулось видео. Я думал, будет намного короче, но если разбирать с 1 до 9 уровня, немножко придется поговорить, немножко придется рассказать. Поэтому давайте сплетущие чары закончим. Следующим будет, например, еще один персонаж с стартового набора. К примеру, это будет у нас Пустотелый. Про него расскажем. Или кто-нибудь еще. Я подумаю. То есть у нас еще будет 5 вариантов. Есть у нас Заклинательница разума, есть у нас Пустотелый, есть у нас Брут, есть у нас Воровка, есть у нас Изобретатель, вот такой изобретатель, да, то есть все сначала стартовые 6 классов, и потом пойдем так по очереди. Вот такой вот гайд. Я думаю, демонстрацию геймплея я уже выложу отдельно. Я думаю, после того, как все классы разберем, мне кажется, демонстрацию геймплея нужно выложить будет отдельно, чтобы на конкретной миссии показать, что к чему и как лучше действовать. Опять же,
За мага, еще раз, точнее, за плетущий чар. Что вас интересует? Вы либо ходите первыми за счет ваших карт. Стрела маны, преисподняя, двойной луч. Либо ходите последними за счет эфиров, взрывов, факелов. То есть вы смотрите, как поведут себя монстры, как они растаются, что они сделают, и потом принимаете решение. Либо вы первым врываетесь, наносите урон, там юзаете там какие-то защитные перед этим обилки, и уже тогда танкуете, даже можно сказать, какой-то дэмэдж. Вот такие вот движения. И, конечно же, с Армагеддоном получается с преисподней очень большие цифры по урону. Вот здесь есть лог, по-моему. Вот у меня, мол, персонаж. Валя Петровна, плетущий чар. Сколько она персонажей забрала? 270. Просто нереальное количество. На втором месте у нас идет Заклинатель Чумы. Потому что у нее такая же массовая штука есть. Яд. Массовый яд на 9 уровне. Массовый урон. Очень сильная история этот маг. Но до 9 уровня потенциал полностью не раскрыт. Придется играть немножко аккуратнее. Немножко сейвовее. В этом плане. Потому что вам нужно будет вперед забежать в комнату, там, дать ауешку, засейвиться или там застелситься, подождать ход, восстановить еще раз Марагеддон, еще раз дать, и тогда совсем другой расклад сил получается. Как-то так. Надеюсь, вам не надоело, как говорится. С вами был Атаниок. Подписывайтесь еще раз на Twitch, YouTube, Instagram, Telegram. Все уведомления о новых видео в Телеграме. Ставьте лайки, можно дизлайки, можно что угодно, можно комментарии написать под видео. Нравится, не нравится, продолжать, не продолжать. Ну, как говорится, я это делаю, потому что мне это нравится. Как бы не то, что там у меня не основной пока что может вид деятельности. У меня есть другие занятия, другие приоритеты. Просто нравится вот как-то так снимать видео, там какой-то стрим включить. Понятно, что аудитория пока минимальная, но, как говорится, с миру по нитке, не мытьем, так катанием. Поэтому, как обычно, от себя желаю всем хорошего настроения, добра, здоровья и увидимся до скорой встречи. Пока!